Ноябрь 1960 года. Два итальянских радиолюбителя настраивают свою аппаратуру на сигналы советских спутников. Внезапно сквозь радиошум пробивается сигнал. Это сигнал СОС, передающийся азбукой Морзе. Сигнал слабеет, словно объект удаляется от Земли навсегда. А через несколько месяцев, в мае 1961 года, они перехватывают еще более страшную запись. На ней женский голос на русском языке в панике кричит о том, что ей жарко, и спрашивает Землю, не взорвется ли корабль. А затем тишина. Официальная история гласит, что первым человеком в космосе был Юрий Гагарин, полетевший 12 апреля 1961 года. Первой женщиной – Валентина Терешкова в 1963. Тогда чьи крики о помощи слышали на Западе? Сегодня в коде доступа мы вскроем одну из самых пугающих тайн Холодной войны – легенду о пропавших космонавтах. Кого СССР отправлял на верную смерть ради космического триумфа? В конце 50-х годов космическая гонка между США и Советским Союзом достигла пика. Все, что делалось в СССР, было закрыто глухой стеной секретности. В Италии два брата, Акилле и Джованни Юдико Кардилья, построили мощную радиостанцию под Турином. Они утверждали, что регулярно перехватывают телеметрию и аудио с советских кораблей. По их данным, до триумфального полета Гагарина Советский Союз запустил в космос как минимум несколько человек. Но эти миссии закончились катастрофой. Кто-то задохнулся, кто-то сгорел в атмосфере, а чей-то корабль навсегда улетел в открытый космос. Эти слухи подхватила западная пресса. Имена якобы погибших пилотов – Петр Долгов, Владимир Ильюшин, Алексей Белоконев – печатались в газетах. КГБ все отрицал, но дыма без огня не бывает. Советская власть действительно кое-что скрывала от граждан. Чтобы понять, откуда взялись слухи, нужно заглянуть в архивы. Перед тем, как отправить в космос живого человека, советские инженеры запускали туда манекены. Их называли Иван Иванович. Это были анатомически точные куклы, одетые в настоящие скафандры. Чтобы проверить работу систем связи на орбите, инженерам нужно было передавать на Землю звук. Но передавать человеческий голос было опасно. Если Запад перехватит разговор, они подумают, что в космосе уже есть реальный пилот. Поэтому инженеры пошли на хитрость. Они включали записи хорового пения, а иногда манекен Иван Иванович прямо с орбиты зачитывал в эфир рецепты русского борща. Этот план обернулся против них. Западные спецслужбы и радиолюбители, перехватив эти странные записи, решили, что советские космонавты сходят с ума на орбите. Когда испытательные капсулы с манекенами возвращались на Землю, происходили еще более жуткие вещи. Уровень секретности программы был настолько высок, что даже поисково-спасательные отряды часто не знали, что именно они ищут. Когда вертолеты приземлялись в заснеженной степи, спасатели и случайные местные жители видели картину: парашют, обгоревший шар капсулы, а внутри — безжизненное тело в оранжевом скафандре. Никто не понимал, что это кукла Иван Иванович. По деревням моментально разносились слухи. Упал космонавт, разбился насмерть. КГБ заставлял свидетелей молчать, что только усиливало паранойю. Именно так рождалась легенда о пропавших космонавтах. Люди видели, как спецслужбы увозят тела, и делали свои выводы. Но значит ли это, что жертв не было вообще? Нет. Советская власть действительно скрывала гибель людей. Просто это происходило не на орбите, а на Земле. Самая страшная трагедия произошла 23 марта 1961 года, всего за 20 дней до полета Гагарина. 24-летний член первого отряда космонавтов Валентин Бондаренко проходил испытания в сурдобарокамере, стальной комнате, заполненной чистым кислородом.
После медицинских процедур он протер кожу спиртовой ваткой и бросил ее. Ватка попала на раскаленную спираль электроплитки. В атмосфере чистого кислорода комната вспыхнула за секунду. Бондаренко сгорел заживо. Советская власть засекретила его смерть. Его фигуру буквально стирали с групповых фотографий отряда космонавтов с помощью ретуши. Мир узнал о его существовании лишь в 1986 году. Именно такие секретные смерти, когда люди просто исчезали из отрядов, питали слухи западной прессы. История пропавших космонавтов — это уникальный микс из паранойи холодной войны, итальянских радиоподделок и реальной советской секретности. СССР не отправлял людей в космос до Гагарина. Записи криков и мольбы о помощи, вероятнее всего, были мистификацией братьев Юдика-Кордилья, искавших славы. Но дымка, тайно окутавшая космическую программу, была создана самим КГБ. Скрывая реальные катастрофы на Земле, удаляя людей с фотографий и плодя секреты, империя сама заставила весь мир поверить в то, что на орбите навсегда остались затерянные души. Подписывайтесь на канал «Код доступа». Мы продолжаем отделять историческую правду от гениальных мистификаций.